Россию внесли в черный список Евросоюза из-за высокого риска отмывания денег и спонсирования терроризма. Чем это грозит корпорациям и простым россиянам? Бельгия боится конфисковывать российские активы. Премьер страны говорит о прямых угрозах из Кремля, а Мария Захарова озвучивает их прямым текстом. Европа предупредила Зеленского о возможном предательстве США на переговорах с Кремлем. Новости цензуры в России. Роскомнадзор заблокировал FaceTime и научился блокировать VPN. Путин в Индии сдаст в аренду атомную подводную лодку и договорится с Моди об обходе санкций. Здравствуйте! Каждый день мы следим за событиями, которые определяют наше будущее. Подписывайтесь на канал «Один день». С вами я, Андрей Данилевич. Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает издание «Политика». Речь идет о черных списках, инструментах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. В отличие от международного списка ФАТФ, ЕС ориентируется на собственные стандарты, включая противодействие коррупции. С 2023 года ЕС начал включать страны в свой список на основе оценки рисков, а не просто копировать международный черный список. Россия теперь признана страной с высокими рисками отмывания денег. Ранее Россия избегала попадания в международный черный список ФАТФ благодаря поддержке в Евразийской региональной группе и партнеров из стран Ближнего Востока, которые хотели сохранить торговые связи. Однако приостановка членства ФАТФ и включение в список ЕС наносит серьезный репутационный удар и отражает давление на Россию из-за войны в Украине. Попадание России в черный список ЕС закрепляет финансовую изоляцию страны, которая уже де-факто существует, но теперь она станет гораздо масштабнее. Россия окажется в одной категории с Ираном и КНДР, а работа с ней будет считаться крайне рискованной. Даже дружественные страны – Китай, Турция, Арабские Эмираты – будут вынуждены ограничивать операции с Российской Федерацией, чтобы не оказаться среди пособников отмывания денег и финансирования терроризма. Это отразится и на российских гражданах. Переводы за границу станут еще более сложными. Банки будут вводить дополнительные проверки или отказывать в операциях. Российский бизнес, особенно малый и средний, столкнется с серьезными трудностями во внешнеэкономической деятельности, ограничениями поставок и доступом к международным кредитам. В долгосрочной перспективе черный список приведет к технологической стагнации и торможению экономики. Возможности для инвестиций и международного сотрудничества будут сокращены, а перспективы для будущих поколений ухудшены. Фактически, это новый этап изоляции России на мировой финансовой арене, сигнал всему миру о рисках работы с этой страной. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Россия не проиграет войну в Украине. В интервью бельгийскому изданию «Ла Либре» от 3 декабря де Вевер отметил, что давление на него по вопросу замороженных российских активов невероятное. Он подчеркнул, что вероятность поражения России в конфликте он оценивает как сказку, полную иллюзий. Таким образом, бельгийский премьер выразил сомнения в прогнозах западных лидеров о скором окончании войны и снижении влияния Москвы. У меня есть команда, которая работает над этим днем и ночью. Это была бы прекрасная история. Взять деньги у злодея Путина и отдать их хорошему парню, Украине. Но украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды, такого еще никогда не было. Речь идет о деньгах Центробанка России. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковывались. Во время войны суверенные активы замораживаются. А по окончании войны проигравшая сторона должна отказаться от всех или части этих активов, чтобы компенсировать победителям ущерб. Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла и в стране, обладающей ядерным оружием, наступила нестабильность. И кто верит, что Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем чувствовать это вечно. Мне кажется, это довольно долгий срок. Россия также может конфисковать некоторые западные активы. Евроклир имеет 16 миллиардов евро в России. А сегодня угрозы прямо подтвердила спикер российского МИДа Мария Захарова. Разумеется, любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами без самой жесткой реакции не останутся. Мы об этом говорили неоднократно. Кстати, и такая реакция будет как с нашей стороны, так, конечно, она не останется, эта ситуация,
без реакции и мирового сообщества, потому что, еще раз повторю, никто в Европейском Союзе даже не скрывает, что легальных оснований для таких акций нет. Британское расследование пришло к выводу: президент России Владимир Путин морально ответственен за смерть британки Доун Стёрджес, которая в 2018 году случайно отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок». Следствие установило, что покушение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери было спланировано российским государством и санкционировано на самом высоком уровне. В частности, 3 российских агентов, действующих под псевдонимами Петров, Баширов и Федотов, доставили в Британию флакон духов, содержащий яд, и нанесли его на дверную ручку дома Скрипаля. Следствие подчеркивает, что в результате безрассудного поступка яд оказался в свободном доступе, что привело к смерти Стёрджес. Она случайно распылила «Новичок» на себя в доме своего партнера в Эймсбери, всего в 7 милях от Солсбери. Председатель расследования лорд Хьюз назвал действия российских разведчиков явной демонстрацией силы российского государства и подчеркнул, что риск гибели посторонних людей был предсказуем. Он также отметил моральную ответственность всех участников операции, включая тех, кто отдавал приказы и способствовал реализации плана. Британские власти признаны частично виновными в недосмотре. Скрипаль, будучи экс-шпионом, не имел достаточной защиты, а информация для экстренных служб о признаках отравления нервно-паралитическим веществом была предоставлена недостаточно широко. Тем не менее, лорд Хьюз отметил, что смерть Стёрджес была практически неизбежной. Медицинская помощь не могла спасти ее. Расследование проходило в Солсбери и Лондоне с октября по декабрь 2024 года и обошлось в 8,3 миллиона фунтов. Заключение подтверждает: Россия, используя свои спецслужбы, несет полную моральную ответственность за трагические последствия своих действий за границей. Мирный план по Украине, предложенный американской администрацией, сейчас разделен на 4 крупных блока, которые обсуждаются параллельно. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Первый блок касается суверенитета Украины, возможных ограничений численности армии мирного времени и дальности полета украинских ракет. Второй – территориальных вопросов. Еще 2 посвящены экономическому сотрудничеству и более широким вопросам европейской безопасности. По словам российских участников процесса, США фактически предложили разложить 28 пунктов своего плана на 4 пакета и обсуждать их отдельно. Однако, по данным The New York Times, спецпосланник Трампа Стив Уитков и советник Джаред Кушнер не добились прорыва на 5-часовой встрече в Москве. Российская сторона получила 5 документов, но не согласовала ни один из вариантов. В Кремле сообщили, что обсуждение велось лишь на уровне общих принципов, без согласованных формулировок. Несмотря на отказ Москвы, Дональд Трамп решил продолжить переговоры. Белый дом отмечает, что американские представители направятся на новую встречу, теперь уже с украинской стороной. В Майами их ожидает глава СНБО Украины Рустем Умеров, который должен представить позицию Киева и оценить предложенные сценарии. Накануне стало известно, что планы американской делегации встретиться с Владимиром Зеленским в Европе были отменены после консультаций в Москве. Российская сторона заявила, что американцы якобы обещали вернуться в Вашингтон и не ехать в Киев, и эта поездка действительно была снята с графика. Тем временем дипломатический фон становится все более противоречивым. Москва продолжает говорить о дружеском характере переговоров, тогда как США тем же днем поддержали резолюцию ООН с требованием немедленного возвращения украинских детей, вывезенных в Россию. В Москве это назвали враждебным шагом, что резко контрастирует с заявлением о поиске компромиссов. Европейские лидеры в разговоре с Зеленским призвали его к осторожности, обвинив США в предательстве Украины и Европы. По данным Der Spiegel, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Вашингтон может вмешаться в вопрос территорий, не дав Украине гарантий безопасности, назвав это предательством. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США играют в свои игры и с Европой, и с Киевом. А президент Финляндии Александр Стуб добавил, что нельзя оставлять Зеленского один на один с Кушнером и Уиткофом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал коллег и подчеркнул необходимость защиты украинского лидера. Турецкие власти призвали принять срочные меры по защите объектов нефтегазового сектора в Черноморском регионе, включая подводные трубопроводы, после атак на суда Теневого флота России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
По состоянию на сегодня мы также говорим всем сторонам, России и Украине, что необходимо держать энергетическую инфраструктуру вне этой войны, потому что она напрямую связана с повседневной жизнью людей. Но мы также знаем, что в отдельные дни именно энергетическая инфраструктура была главной целью в Украине, и наоборот, Украина атакует некоторые энергетические объекты в России. Но нам нужно сохранить бесперебойные энергетические потоки в Черном море, в наших проливах, а также по трубопроводам. Темы, которые мы обсуждали с Зеленским в той комнате, были, конечно, о том, что они попросили нас помочь с поставками газа в Украину. Думаю, у него похожие разговоры с Грецией. И БОТАС, и Нафтогаз работают над тем, как мы можем им помочь. Пресс-атташе российского МИДа Мария Захарова тоже жалуется на уничтожение теневых судов и нефтеналивных терминалов, которые Кремль использовал для обхода международных санкций. Об атаках россиян на украинскую энергетическую инфраструктуру из уст Захаровой не прозвучало ни слова, тем более осуждения. 30 ноября мы уже комментировали совершенный киевским режимом террористический акт атаки против 2 танкеров в Черном море у берегов Турции и инфраструктурного объекта Международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск. Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью безэкипажных катеров на российское коммерческое судно, которое находилось в 80 морских милях от Черноморского побережья Турции. К счастью, экипаж и судно серьезно не пострадали. Ситуация на Украине. И, собственно говоря, к ней сейчас мы переходим. Но все эти теракты, как мы понимаем, преследуют одну цель – сорвать намечающийся мирный процесс по регулированию конфликта и нанести ущерб навигационной безопасности в акватории Черного моря. Британия и Норвегия заключили крупное оборонное соглашение, опираясь на контракт Осло на покупку британских военных кораблей на сумму 10 миллиардов фунтов. В Лондоне премьер-министр Кир Стармер принял главу норвежского правительства Йонаса Гара Стере, после чего министры обороны 2 стран подписали документ. Соглашение усиливает совместные возможности в условиях растущих угроз со стороны России. По данным Лондона, за 2 года число российских судов, создающих риски для британских вод, увеличилось на 30%. Теперь флоты Великобритании и Норвегии смогут действовать бок о бок в Северной Атлантике, а также совместно использовать инфраструктуру, технологии и оборудование, укрепляя оборону региона. В США Институт мира, который Дональд Трамп еще весной пытался ликвидировать, переименовали в его честь. Имя Трампа серебряными буквами добавили к названию учреждения на фасаде. Решение объяснили тем, что Дональд Трамп – выдающийся мастер сделок в истории страны, а новое название должно напоминать о лидерстве, завершившем 8 войн менее чем за год. В четверг в здании Института мира Трамп примет президентов Руанды и Демократической Республики Конго для подписания мирного соглашения. Соглашение касается вооруженного конфликта в восточной части Конго, где мятежная группировка М-23 при поддержке Руанды захватила крупнейшие города региона. Мирное соглашение, которое курировало США, было достигнуто в июне 2025 года. Напомним, в феврале Трамп фактически закрыл Институт мира США в Вашингтоне, сократив его финансирование практически до нуля. А в марте сотрудники Департамента эффективности пытались силой попасть в здание. Суд признал это незаконным. Один день. События, которые меняют мир. Подписывайтесь на наш канал. Роскомнадзор, российское ведомство, ответственное за цензуру и ограничение доступа россиян в интернет, начал блокировать FaceTime, еще один популярный сервис видеозвонков между пользователями техники Apple. Для многих россиян он стал заменой после ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp. Формально российское ведомство объясняет это якобы использование платформы террористами и мошенниками. Однако подобные формулировки регулярно используются российскими властями для оправдания новых ограничений и расширения цифровой цензуры. О перебоях в работе FaceTime сообщалось еще осенью, и теперь эти проблемы завершаются фактической блокировкой. Но это еще не все новости российской цензуры. Роскомнадзор усилил борьбу с VPN в России, сообщает российское агентство РБК. Теперь специальные системы у операторов связи могут блокировать еще 3 протокола: SOX5, WLS, L2TP.
Раньше некоторые из них работали почти без проблем, но теперь техника Роскомнадзора научилась определять VPN по косвенным признакам, например, зарубежным IP. Эксперты предупреждают, что пользователям придется чаще менять серверы и протоколы, а регулярные сбои станут нормой. В ведомстве отметили, что обновления направлены на защиту интернета и сетей связи от современных угроз. Владимир Путин отправился с двухдневным государственным визитом в Индию. В рамках поездки он проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди и примет участие в российско-индийском бизнес-форуме. Индия остается одним из ключевых покупателей российской нефти, несмотря на широкомасштабные санкции против России и уже самой Индии за игнорирование запрета, и рассчитывает на новые сделки по вооружению. В частности, Нью-Дели рассчитывает на поставки систем ПВО, баллистических ракет и истребителей Су-57. Кроме того, Индия арендует у России атомную ударную подводную лодку на 10 лет за $2 миллиарда, сообщает агентство Bloomberg. Соглашение обсуждалось несколько лет, но окончательно согласовано только сейчас. Подлодку предполагается получить в течение 2 лет с возможной задержкой из-за сложности проекта. Она будет использоваться только для учений и подготовки индийских моряков, пока строятся 2 собственные атомные субмарины страны. Для Москвы визит важен не только экономически, но и политически. Он позволяет показать, что Россия не оказалась в полной международной изоляции после начала войны в Украине. В первый день визита Моди примет Путина в своей резиденции в неформальной обстановке. На следующий день состоится официальная встреча с участием президента Индии Драупади Мурму, а также российско-индийские переговоры, государственный прием и бизнес-форум. Россия сохраняет тесные торговые связи с Нью-Дели, несмотря на западные санкции. По данным КРЭ, крупнейшим покупателем российской нефти остается Китай с 47% поставок, за ним следует Индия – 38%, а на Европейский Союз и Турцию приходится по 6%. Объем торговли между Россией и Индией за последние 5 лет резко вырос. С 8 миллиардов 100 миллионов долларов в 2020 году до почти 69 миллиардов в марте 2025. Основной рост обеспечен за счет увеличенных закупок нефти, на которую Москва предоставляет значительные скидки. Такая активность вызывает недовольство Вашингтона. В августе президент США Дональд Трамп ввел 50% тарифы на индийские товары, объяснив это тем, что закупки российской нефти помогают финансировать войну против Украины. Нефтяные поставки действительно остаются ключевым источником дохода российского бюджета. На них приходится примерно четверть всех поступлений, что делает Индию стратегически важным партнером Москвы. Это был «Один день». Все, что важно знать. Подписывайтесь и спасибо, что смотрите.